Следующий вопрос связан с арестами громкими, очередными. В частности, Абызова и Ишаева на этот раз. И тут пишут: следователи задержали бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Это не новость, это бомба, Валерий Викторович. В чем бомба? Просто просят прокомментировать. И есть еще мнение, что в связи с этим схватка силовиков и либералов вошла в завершающую фазу. Но если это бомба в этом плане, то это вообще выстрел мимо. Надо понимать простую вещь. Арест Абызова никакого отношения к схватке кланово-корпоративных структур в России не имеет. От слова совсем. Вот кто видит в этом схватку силовиков и либералов, вообще ничего не понимает в управлении. Просто он сам расписывается, что вот совсем ничего не понимает в управлении. Мы сейчас об этом поговорим. А сначала немножко по Ишаеву. Это тоже знаковая фигура. И тут нужно помнить один такой момент. Значит, в 2009 году Ишаев перестал быть губернатором. И с ним связан вот какой момент. Значит, Генеральная прокуратура поручила проверить деятельность Ишаева на посту губернатора. Как она там проверяла, это неизвестно, но только другой элемент Генеральной прокуратуры задержал сотрудников прокуратуры и провел обыск в прокуратуре именно в связи с проверкой деятельности Ишаева как губернатора края. О как! Единственный случай в практике прокуратуры, когда прокуратура обыскивает прокуратуру и задерживает сотрудников прокуратуры. Сами понимаете, что это очень о многом говорит. Что касается Абызова. Когда вставал вопрос о том, с кого бы надо начинать, какая ключевая фигура, которую нужно было бы арестовать в плане обретения суверенитета России, то обычно все рассуждают о том, что надо арестовать Чубайса. А я все время говорил, что надо арестовывать Абызова. Сейчас я это все объясню. Что такое Чубайс? Чубайс, по сути, это идеолог приватизации, идеолог превращения суверенной страны в сырьевой придаток Запада, идеолог уничтожения страны, уничтожения населения и отдать эту страну с ресурсами западному хозяину. А чьими руками это делалось? А это делалось в первую очередь, когда возглавлял РАО ЕС Чубайс, делалось руками Абызова. Именно Абызов реально виновен в гибели людей. Его умоляли не отключать рубильники, когда идет операция. Люди умирали на столах, на операционных, только потому, что Абызов выключал рубильник, обесточил. Абызов проводил, тогда же был кризис неплатежей, и Абызов как раз на этом направлении был. Абызов проводил отключение работающих предприятий, которые обеспечивали рабочими местами, продукцией, сохраняли экономический потенциал страны. Причем он старался сделать это отключение таким образом, чтобы оборудованию предприятию был нанесен максимальный ущерб, а даже потеряна уже готовая продукция. Например, как это было осуществлено с отключением Красноярского алюминиевого завода, когда 300 тонн алюминия было потеряно, и чуть было не потеряли гидролизные ванны. Абызов лично занимался отключением ракетно-ядерного щита России. Все под предлогом того, что они не платят. То есть Абызов деятельно уничтожал страну. Абызов реально ненавидит Россию и русских до предела.
Он деятельно уничтожал русских людей. Он деятельно уничтожал наше государство. И эта деятельность была замечена. И потом человека, у которого вообще нет образования, вообще нет высшего образования, становится министром открытого правительства. А что же это за правительство такое? Чем же оно так занимается? А в деятельности этого правительства входила работа с инициативами людей. Вот наберет там определенное количество рейтинговое голосование, то значит такую-то государственную программу надо сделать. И что же происходило? Приходят эти инициативы, которые реально работают на обеспечение экономического процветания страны, на укрепление государственности к Абызову, рейтинговое голосование, и тут же правительство решает прямо наоборот. Все делает прямо наоборот. Западные партнеры делают прямо наоборот, чтобы это не реализовалось. И Абызов ни одной государственной программы не реализовал. Ни одной. Чем занималось открытое правительство? И об этом тоже, когда открытое правительство работало, было известно. Да и было объявлено самим Дмитрием Анатольевичем для связи, для обеспечения открытости работы правительства и связи с другими управленческими структурами Запада. Заключалось это следующим. В Вашингтоне какому-нибудь профильному министру что-то нужно было иметь, конкретные знания о том, что творится в России в той или иной отрасли. Следовал запрос Абызову. Абызов шел в конкретное министерство, получал документацию с любым грифом секретности и тут же передавал ее в Соединенные Штаты. Мы говорим о суверенитете. Дмитрий Анатольевич-то был всего лишь премьер-министром, а Путин был президентом. О каком государственном суверенитете, о какой государственной безопасности можно было вести речь, когда Дмитрий Анатольевич оберегал деятельность этого открытого правительства. И вот, он, как всегда, занимается же не конкретным управлением, он только вредит России. Вот здесь он делает это со вкусом, со знанием дела. А так, в общем-то, он занимается только самопиаром. И вот он на Mail.ru пришел, он же будущий диктатор России, спаситель от Путина, когда совершится государственный переворот. Вот. Нужно пообщаться-то и с народом. И вот ему задают вопрос о деятельности открытого правительства. Он говорит, претензий никаких нет. Да, у Дмитрия Анатольевича претензий к открытому правительству нет. А вот у населения России претензии есть, потому что Абызов передавал всю сверхсекретную информацию, которая была доступна правительству, Соединенным Штатам, чтобы они вовремя могли нажать на необходимые рычаги и Россию поставить на место. Абызову совершенно правильно было предъявлено обвинение в том, что он создал и возглавил преступное сообщество, которое поставило под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Он прямо разрушал всю экономику страны. Он прямо работал на геноцид русского народа, потому что он искренне, до предела искренне ненавидит Россию и русских. Он палач русского народа. Но он всего лишь инструментарий. А я говорю, что именно с него надо было начинать. Почему? Вот в мире долгое время все носились со Збигневым Бжезинским. Бжезинский то, Бжезинский сё. И вот он весь такой из себя интеллектуал. Сколько времени потребовалось, пока, наконец, Киссинджер на дне рождения у Бжезинского не сказал ему, как я устал от того, что ты такой дурак. И ушел. Так вот, Абызов – это полезный идиот, который должен делать грязную работу, пока другие
занимаются чистой, так сказать, теоретизированием, уничтожением. То есть Чубайс, это, если вот в этом плане вот сравнивать Бжезинского и Киссинджера, это как бы Киссинджер, как бы. Чубайсу до Киссинджера как до Луны пешком. Но это я просто, чтобы было понятно. А Абызов – это как Бжезинский. Но этому вообще до Бжезинского даже и мечтать. Ни по уровню интеллекта, ни по умениям, знаниям, навыкам. Единственное, что у Абызова с лихвой – это ненависть и к русским, и к России. Вот здесь у него всего хватает. И именно это качество и было выцеплено. Что Абызов пойдет на любое преступление, лишь бы уничтожить страну, уничтожить ее экономическое развитие и лишить страну энергетической безопасности. И в РАО ЕС, и в правительстве, и советником президента Медведева. Он делал только это, ничего другого. Он связывался с Соединенными Штатами, передавал туда сверхсекретную информацию и занимался уничтожением экономического и военного потенциала России. И вот почему же Абызова-то надо? Как был арестован Абызов? Вот адвокаты утверждают о том, что он был арестован дома. А информация другая. Он был у себя в Тоскане. Он прилетел на день рождения к Дворковичу, который, кстати, после ареста Абызова что-то сразу за рубеж улетел. Вот. Прилетел, и его тут же приняли. Вечером его арестовали, а всю ночь его возили с одной точки на другую, пока, наконец, в 4 утра не провели допрос и не определили в Лефортово. А фигуранты, которые были арестованы вместе с Абызовым, так те вообще всю ночь провели в автозаках. Их даже никуда не заводили. А для чего это было сделано? А для того, чтобы выявить всю цепочку предателей-генералов, которые получили свои генеральские погоны в Вашингтоне. Принципиально важным для всех либерастов было освобождение Абызова. И потому его перевозили, и пока туда десант высаживался, туда прилетали ответственные лица, пока проходили звонки, его уже перевозили на другое место. И так высветили всю цепочку генералов-предателей. А всех друзей Абызова, так сказать, что их высвечивать? Их и так знают. И все имена-то, там же нет ни одного нормального человека. Одни мрази, подонки и ублюдки. Дворкович, братья Магомедовы, Улюкаев, Тимакова, Волошин. Да, ну и Чубайс, конечно, которому отдельное спасибо. Так вот, почему спасибо-то Чубайсу? А как Чубайс, вернее, это Абызов оказался-то в России? Абызова уже 2 года прослушивали. Составили большую доказательную базу. Он много чего наговорил. Подобрали под это документы. То есть ему не выпутаться. Это окончательно не выпутаться. Вот. И ему в разговоре Чубайс прогарантировал: ты приезжай, я договорился с первым, с Дмитрием Анатольевичем. С твоей головы не упадет ни один волос. Все будет нормально. Да, ты под следствием, но с тобой будет все нормально. Поэтому Абызов и прилетел. И поэтому было принципиально важным, во что бы то ни стало, всей этой шобли либерастической освободить Абызова. Потому что после этого разговаривать о каком-либо управлении со стороны либерастов в России, если он остается в тюрьме, невозможно. Почему? Вот смотрят, что Абызов остался. И тогда как будут все подпиндосники рассуждать? А не Абызова, человека пригретого полностью со стороны подпиндосников и американской страновой элиты,
Не смогли освободить. Так а за меня они вообще вписываться не буду. Поэтому все распоряжения Волошина, Чубайса, Приходько я выполнять не буду. Потому что мне надо свою шкуру спасать. А они Абызова сдали. Они Абызова не смогли освободить. Значит, сила-то не за ними, а все подпиндосники, они за тех, кто побеждают. А почему сила-то не за ними? Я уже неоднократно говорил о том, что как только Трамп начнет расправу с американской страновой элитой, которая объявила ему войну, так у нас сразу начнется зачистка либерастов. Трамп неудачно провел встречу с Ким Чен Ыном. Здесь сколько политологов оттопталось на этом. И не заметили простую вещь. Трамп элегантно перевел противостояние против него лично в противостояние против государства. Он сломал страновую элиту. Она посыпалась. И когда страновая элита посыпалась, у нас арестовали Абызова, потому что нам нужно дезактивировать все вражеское звено, всю цепочку подпиндосников, которые нарушают российское законодательство, совершают измену Родины и служат интересам Соединенных Штатов так же, как Абызов. Нужно было показать на главной фигуре. Будете выполнять распоряжения всяких Волошиных, Приходько, Чубайсов и прочей мрази? Не надейтесь, они за вас не впишутся. Ресурса не хватило у них спасти Абызова, а вас они просто сдадут. Это всем подпиндосникам показано конкретно. Потому-то они-то всю ночь не спали, потому они гонялись, пытались, и ничего у них не получилось, кроме того, что они засветили всю мразь в генеральских погонах. Всех засветили, всех сдали. И вот здесь, а что же Анатолий-то Борисович? А Анатолий Борисович, ох, умно поступил. Вот есть такой фильм, называется «Рожденная революция», а снято по книге «Записки комиссара милиции». И вот там, значит, есть арест одного уголовника. И вот между ними происходит такой диалог. И он говорит: ах ты, сволочь старая. Он, который сдал его, уголовник, который пошел на соглашение с милицией, разворачивается и говорит: можно подумать, ты сволочь молодая. Вот Чубайс сделал ровно в рамках этого. Чубайс, в отличие от других, не дурак. Он увидит, как громят американскую страновую элиту. И он понимает, что надо уже думать о себе. И поэтому Чубайс сначала заявляет: ребят, ну вы тут говорили, что это Роснано не принесло никакого эффекта. Ну так мы и вреда не принесли, мы все деньги вернули. А теперь деятельно надо сдать того, кто выполнял распоряжение Чубайса, и списать на него все преступления, которые совершил Чубайс руками Абызова. То есть для Чубайса это спасение собственной шкуры. А для страны это показатель всем подпиндосникам. Если вы дальше будете выполнять распоряжения вот этих ваших лидеров, всяких Волошиных, Чубайсов, вас будут сдавать, и вы будете отвечать за их преступления. Вы будете своей шкурой за них отвечать. Поэтому именно не с Чубайса надо было начинать. Сколько таких примеров, когда какой-нибудь там авторитетный уголовный преступник руководит своей бандой из мест заключения. А нужно было ликвидировать управленческую модель. Нужно было показать всем исполнителям, что исполнителям выполнять распоряжение своего пахана дороже, опаснее и катастрофичнее. Что каждый такой, кто находится в подчинении у Волошина, у Чубайса, у кого угодно, должны бежать, бросать, подставлять и сливать их. Тогда у них будет какой-то шанс уцелеть. А не будет. Ну, вон Абызов сидит и будет сидеть.
не заметили, многие не заметили, что произошел перелом. А он произошел на встрече Трампа и Ина. И поэтому сейчас будут добивать. Да, глобальщики, может, и не хотели бы, чтобы мы начинали именно с Абызова. Они с удовольствием бы сдали Чубайса. Но они с Путиным имеют дело. А Путин знает, что и как надо делать. Он знает, где главное звено в цепи, которое нужно выщелкнуть для того, чтобы цепь разрушилась. И взяли Абызова. И вот здесь надо понимать простую вещь, почему это не клановые группировки. Для ареста Абызова ни у одной кланово-корпоративной группировки и государства Россия в том виде, в котором оно сейчас существует, нет такого потенциала. Абызова можно взять только имея потенциал глобального управления, поддержанного со стороны Соединенных Штатов. Привет всем либерастам! Вас сдали. И вот не понимать вот этих простых вещей, переводить на какие-то противостояния кланово-корпоративных группировок, ребят, да это вообще о чем? Сколько вам говорили всем, что разгром либерастов начнется с того времени, когда страновиков начнет громить Трамп, и тогда он сольет всех подпиндосников внутри России, потому что они являются для него такими же врагами, как и страновая элита США, которая объявила войну, потому что они обеспечивают эту страновую элиту США ресурсами России. Вот так. Абызов – ключевое звено. Это показатель того, о чем мы говорили. Государство пошло к восстановлению своего суверенитета. И глобальщики здесь будут помогать. И Генеральная прокуратура уже начала эту работу. Арашуков, эти футболисты-хулиганы-то, Мамаев, Кокорин, взяли-то. Господи. Понимаете? Уже вот на глазах, вот когда брали Арашукова, пришли и Следственный комитет, и прокуратура вместе. Умным бы сообразить и перед Путиным уже делать. Но многие даже сейчас не поняли, когда Абызова взяли. Они даже сейчас не поняли, что всех подпиндосников, их вот эти вот верхние товарищи, типа Волошина, Приходько, Тимаковой, Чубайс, сдали. Они их жизнями будут расплачиваться, чтобы их на зону не отправили. Они сдадут всех. Но здесь вопрос только в том, у каждый подпиндосник должен думать о своей шкуре. Успеют раньше сдать Чубайса и прочих своих хозяев, значит, есть шансы уцелеть. Не успеют, значит, нет шансов уцелеть. Повторяю, это не разборка России. Это зачищение подпиндосников со стороны глобального предиктора. Но инструментарием, государственным инструментарием российских правоохранительных органов. Так что пощады не будет. Можно в какой-то степени уцелеть, если с Путиным договориться. Под зонтик его встать. Но для этого надо заткнуться со своим вот этим государственным переворотом и делать так, как сказал Путин. И никакого признания Украины. Никакого. Потому что если только, гипотетически это возможно, кто-то там сумеет продавить вот это дело, ответка прилетит такая, что мало не покажется. Не только уже по этим людям, но и по семьям. Глобальщики с семьями расправляются. Это не русские люди. У них вообще это жестко. Но, в принципе, такие, как Медведев, Чубайс, они о семьях не думают. Абызов, им... Вообще у них человеческого ничего нет. Но о себе-то думают.
Поэтому пусть делают выводы. Еще раз говорю, здесь они столкнулись не с правоохранительными органами, не с государственной безопасностью России. Здесь они столкнулись с глобальным предиктором. А посмотрите по странам и народам, как глобальный предиктор зачищает тех, кто встал у них на пути. Показательно, чтобы другим неповадно было. И раз Путин переиграл, а Бызова раскатают показательно и демонстративно.